У меня в руках разветвитель витой пары. С одной стороны RG45 гнезда, с другой отрезок кабеля и RG45 разъем, коннектор. Смысл этого разветвителя в том, чтобы из четырехпарного кабеля или восьмипроводного перейти на два гнезда, на каждое из которых разделано по 4 провода. Фактически вы с категории 5E делаете переход на пятую категорию. 5E рассчитана на передачу до 1 гигабита, а пятая до 100 мегабит. Фактически вы 100, конечно, не получите, но в принципе 80 можно. Где оно нужно? Ну, скорее всего, если у вас кабель находится где-то в стене, проложить рядом вторую витую пару не представляется возможным. Вы хотите, чтобы у вас был выход по меди на два устройства, то есть двойную розетку получить. Так как устройство это пассивное, я сейчас вам продемонстрирую, что в нем внутри находится. Внутри находится плата с контактной группой. Врезные ножи. 8 проводов разведены каждый на свое место. Технически в разъемах будет задействовано 1, 2, 3 и 6 контакт в обоих гнездах. Здесь, если посмотреть поближе, 2, 3 провод, 2, 1, 3, 6, 5, 4, 7, 8. Эти цифры соответствуют цветовой маркировке, к которой вы привыкли при монтаже, например, RG45 коннекторов. Принцип тот же, что и в розетке. Для использования для своих задач одного разветвителя недостаточно, так как это пассивное оборудование. То есть его надо устанавливать с двух сторон. Как это приблизительно сделать, я сейчас попробую продемонстрировать. Применять их надо парами. Когда это получается нужно? В какой-то комнате у вас находится розетка с одним портом. Люди покупают разветвитель, включают, второй не берут, подключают сюда патчкорды. Розетка в стене. Потом подключают эти патчкорды к оборудованию, там телевизор, приставка, компьютер. И понимают, что у них ничего не работает. Для того, чтобы все работало, нужно это проделать с обеих сторон. В стене у вас где-то запрятана витая пара, там 8-проводная, например. Одна сторона ее выводится на розетку, вторая сторона, ну тут могут быть варианты. Может быть просто коннектор, который обычно подключался в роутер. Один кабель это вход от провайдера, а второй подключена эта розетка. Для того, чтобы все работало, в роутере надо использовать два порта. Берем второй разветвитель. Так, полетело. Подключаем два исходящих порта. И тут варианты. Первый вариант это соединитель коннектор-коннектор. Мы соединяем с этим кабелем. Если с другой стороны у вас тоже розетка выведена на модуль, то там мы делаем то же самое. Подключаемся к розетке. Третий вариант это когда у вас нет тут ничего. Просто обрезанная витая пара. Можно сделать более
интересным способом, как я показывал ранее, разобрать, вынять аккуратно этот кабель и забить на ножи эту винту и пару. Получится с другой стороны такая себе мини-розетка. Вот тогда будет все работать.